Здравствуйте, у микрофона Спортивный. В этом подкасте мы собрали логотипы всех чемпионатов мира, все мячи, а главный вопрос этого выпуска заключается в том, какой турнир был самый посещаемый. Первый Кубок мира состоялся 90 лет тому назад. В 1930 году соревнования принимал Уругвай. На заре самого престижного турнира вместо логотипов создавались плакаты, стилизованные футбольными мотивами. Уругвай использовал на своей эмблеме вратаря, делающего сейв. Участие в турнире принимали 13 стран. Официальные мячи не отличались глубоким дизайном. В 1930 году использовалась Т-модель. Общая посещаемость чемпионата составила 590 тысяч болельщиков, в среднем 32 тысячи человек на одной игре. Забивали в среднем 3,9 мяча за игру. Через 4 года чемпионат проходит в Италии. На плакате изображен итальянский футболист, а позади него флаги стран-участниц. На турнире сыграли 16 стран. Мяч мало чем отличался от предыдущего, но у него было совершенно другое название – Федерал 102. Общая посещаемость была ниже – 363 тысячи человек, в среднем 21 тысяча за матч. Однако повысился показатель средних забитых голов – 4,12 за игру. В 1938 году турнир принимает другая европейская страна – Франция. На плакате изображен доминирующий футболист, сообщающий нам, что мир у наших ног. Число участниц сократилось и составило 15 команд. Использовался тот же мяч с 13 элементами, сшитыми между собой и белыми шнурками на центральной панели, назван Алленом. Посещаемость французского чемпионата составила 375 тысяч человек, что в среднем равняется 20 тысяч зрителей на матч. Забиваемость довольно высокая, в среднем 4,67 за игру. Затем в футболе наступает вынужденный перерыв. Лишь через 12 лет турнир возобновляется. В 1950 году впервые хозяйка стала Бразилия. Что ж, Европа и Южная Америка, счет 2-2. На логотипе изображена нога, пинающая мяч, геттер, стилизованный под флаги стран. Здесь же изображен новый мяч, про него чуть-чуть позже. Участие в турнире приняло 13 сборных. Второй раз в истории трофей взял Уругвай. Впервые в истории чемпионатов мира был использован мяч без шнурков. Вместо него появился клапан-сосок для надувания. Назван он Дупла Т. Сам же дизайн также претерпел изменений. Турнир побил рекорд посещаемости в Уругвае. Общая численность составила 1 047 000 человек. Средний показатель на уровне 47,5 тысяч болельщиков на одной игре. Средняя забиваемость 4 дупла за поединок. В 1954 году Европа вырывается вперед. Принимающей стороной выбрана Швейцария. Белый крест на красном мяче символизирует флаг страны-хозяйки, который в свою очередь помещен на глобусе, что в свою очередь говорит о том, что это международный глобальный турнир. Турнир проходит с участием 16 стран. Использовался мяч с сшитыми между собой элементами и соском. Ничего оригинальнее не нашли, как назвать его швейцарский чемпионат мира. Изменения заключались в том, что мяч состоял уже из 18 элементов. Высокая посещаемость турнира выдала цифру в 768 тысяч любителей футбола, в среднем 29 тысяч за игру. Средняя забиваемость 5,38 гола за матч. Турнир остается в Европе. Следующим организатором выступила Швеция. Буквы ВМ – это аббревиатура World Master Cup, что переводится со шведского как чемпионат мира, а цвета подобраны согласно этому флагу. Вновь видим 16 стран-участниц. Мяч главная звезда был выбран из сотни кандидатов. Посещаемость превысила предыдущий турнир – 819 тысяч, а вот средний показатель понизился – 23 тысячи за игру. Забивали в среднем Пеле и компания 3,6 мяча за матч. Очередная страна пытается в логотип добавить свой флаг. Многие догадались, что это Чили. Итак, счет 4-3. Заметьте, что вокруг стадиона расположен круг, который наполовину футбольный, а наполовину земной. 16 стран боролись за титул. Официальное название мяча переводится как трещина. Европейским сборным он не понравился. Стадионы Чили собрали 893 тысячи человек, в среднем 27 тысяч за игру, но забиваемость стала падать, в среднем 2,78 мяча за игру. На домашнем турнире 1966 года Англия победила. Логотип чемпионата помещен на британский флаг, в центре кубок Жюля Римета. На турнир по-прежнему выходит 16 стран. Название мяча официально переводится как «Вызов четырехзвездный». Шар состоит из 18 элементов оранжевого цвета. Посещаемость побила рекорд. 1,5 миллиона человек побывало на стадионах, в среднем 48 тысяч за игру. Забивали в среднем 2,78 мяча, как и в Чили. В 70-м году впервые чемпионат проходит на территории Северной Америки. Если бы не надпись внизу, то тяжело было бы догадаться, кто хозяин. Бразилия стала трехкратным победителем, забрав на вечное хранение кубок Жюля Римета. 16 стран представляли 5 разных континентов. Впервые в Мексике был использован классический черно-белый дизайн мяча. Это первый мяч, состоящий из 32 разных элементов. Посещаемость составила 1,6 миллиона человек. Средний рекорд также был побит. 50 тысяч за одну игру. Колоссальные показатели. Повысилась немножко средняя забиваемость, которая составила 3 мяча за игру. Германия стала 6-й европейской страной, которой удалось организовать этот турнир. Более того, даже выиграть его. Небольшое дополнение. Игры проходили в Западной Германии. Эта страна продолжила мексиканскую традицию и использовала на своем логотипе всего лишь один цвет. Буквы WM с немецкого переводятся как немецкое пиво.
То есть немножко не так, чемпионат мира. 16 стран пинали черно-белый классический мяч, который назывался Telstar Durlast. Это первый мяч с полиуретановым покрытием. Западная Германия установила рекорд посещаемости, заведя на стадионы 1,8 миллиона человек, но самой посещаемой она не стала, так как ее средняя посещаемость была равна 49,1 тысяча человек. Тут нужно пояснить. В дальнейшем чемпионаты расширятся, и установить нам истину поможет только этот средний показатель. А забивали на немецкой земле меньше всего 2,55 мяча за игру. В четвертый раз чемпионат проходит на территории Южной Америки. Аргентина сотворила логотип в национальных цветах в виде рук, мне так показалось. 16 стран гоняли танго Durlast, и этот мяч уникален тем, что кроме чемпионата мира он использовался еще на Олимпиадах и чемпионатах Европы. Эта расцветка считается также классической, она переживет 6 турниров. Аргентина собрала 1,5 миллиона человек, это солидная цифра. В среднем 40 тысяч за игру. Что можно сказать, что коммерческий турнир удался. Забивали в среднем 2,68 танго за игру. В 1982 году свои силы в качестве страны-хозяйки пробует Испания. Мяч словно ракета устремляется ввысь, оставляя след в виде флага Испании. Это первый турнир, когда число стран увеличилось до 24. Участие принимали команды из 6 континентов. Мяч танго Испания внешне не отличался от своего собрата. Однако детали заключались вовсе не в дизайне. В новом мяче были прорезинены швы. Он стал последним кожаным шаром, который использовался на чемпионатах мира. 2,1 миллион человек посетили испанские стадионы. В среднем 40,5 тысяч на одной игре. Забиваемость 2,81 мяча за игру. В 1986 году, во второй раз в истории, соревнования проходят в Мексике под лозунгом «Мир объединяется мячом». Видим здесь цвета национального флага. 24 команды представляли 5 континентов. Мячик носил название «Ацтеки». Первый мяч, который выполнен вручную и полностью синтетический. Всего на мексиканских стадионах побывало 2,4 миллиона человек. В среднем 46 тысяч за игру при антирекордной забиваемости 2,54 мяча за матч. Многие помнят вот этого человечка, окрашенного в цвета итальянского флага, но официальным логотипом считается вот этот простой дизайн мяча в тех же цветах. Второй раз в истории Италия принимает, но на этот раз ей предстоит сразиться с 24 сборными. Мяч выглядит в более привычном стиле. Это русская юника. Посещаемость составила 2,5 миллиона зрителей, в среднем 48 тысяч на одной игре. Забиваемость стабильно падает и составляет уже 2,21 мяча за игру. В третий раз турнир попадает в Северную Америку. США изображает свой флаг и заимствует логотип 1982 года. Вновь 24 сборной пробиваются на турнир, но бразильцев было не остановить. Мяч назывался Куэстро. Чемпионат побил рекорд, собрав солидные 3,6 миллиона человек. В среднем 69 тысяч зрителей на одной игре. Повышается и средняя забиваемость 2,71 за один поединок. Второй раз в истории турнир проходит во Франции. На логотипе изображен мяч, который восходит вместо солнца над землей, а расцветка выполнена в цветах триколора. Между прочим, триколор – первый цветной мяч на чемпионатах мира. Сколько же полезной информации, пора уже поставить лайк. Продолжаем. Чемпионат расширялся, становилось больше матчей, но американский турнир перебить не удавалось. Французские стадионы собрали всего 2,7 миллиона, 43,5 тысячи на одной игре в среднем и 2,67 гола за одну встречу. Впервые турнир проходит в Азии. Его организовали две страны – Япония и Корея. Простые логотипы закончились. В 21 веке начинается всплеск воображения. Начиная с этого периода и до наших дней обязательным атрибутом является Кубок мира. К сожалению, странам-хозяйкам запретили использовать то, чего они хотят. 32 страны пробиваются в финальную часть. Мяч назывался Февернова. Посещаемость осталась той же – 2,7 миллиона. В среднем 42 тысячи за игру. Забиваемость 2,52. В 2006 году Германия получила очередное право провести турнир. На логотипе используются смайлики в виде лиц, два из которых выполнены в виде цифр 0 и 6. Красочный, веселый дизайн, но как же глупо смотрится спустя много лет. Также 32 сборные играли двумя мячами. Первый назывался Team Gist, второй использовался в финальной игре Team Gist Берлин. Шар состоял из 14 элементов. Позже он использовался на женском чемпионате мира. Немного немцы не дотянули до рекорда посещаемости 3,3 миллиона. В среднем 52 тысячи человек за игру. Это второй показатель. Скудные 2,3 мяча за игру. География турнира расширяется. Впервые чемпионат отправляется в Африку. На логотипе изображен человек, выполняющий удар через себя. Красный, желтый и зеленый цвет – это цвета африканского континента и флага ЮАР. На кубке было представлено 6 континентов, 32 страны. Играли непредсказуемым мячом Джабулани, который состоял из 8 элементов. Переходим к главным цифрам. 3,1 миллион зрителей, 49,6 тысяч средняя посещаемость и 2,27 забивалось за игру. После долгого 36-летнего отсутствия кубок возвращается в Южную Америку. Бразилия второй раз в истории стала организатором. Логотип был выбран из 25 различных вариантов. Эмблема изображает стенд из рук, образующий Кубок мира. Стоит вновь сказать, что стран-участниц было 32. Мяч выполнен в загадочном зигзагообразном дизайне. Известен он как бразука, и это первый мяч, который был назван фанатами. Состоит он всего лишь из 6 элементов, которые были скреплены между собой термальной технологией. Общая посещаемость составила 3,5 миллиона человек. Средний показатель равен 53,5 тысячи за игру. Средняя забиваемость 2,67 гола за матч. Россия стала 8-й европейской страной, которой удалось провести чемпионат мира. Логотип мистический и загадочный, выполнен в стиле русских сказок. Можно разглядеть космические элементы.
команды. 32 сборные играли мячом с черно-белой расцветкой, который назывался Telstar 18. После группового этапа компания-разработчик презентовала новый мяч в новой расцветке, который назывался Мечта, и этим шаром играли в плей-офф. Общая посещаемость стадионов в России составила 3 миллиона человек, в среднем 47 тысяч за игру. Забиваемость, как и в Бразилии, 2,67 за встречу. Подводим итог. Забиваемость падает. Вскоре для повышения зрелищности игра эволюционирует, и мы будем смотреть футбол, состоящий только из пенальти и штрафных. Я уже об этом пишу книгу. Самая низкая посещаемость зафиксирована на 3-м чемпионате мира во Франции, а самая большая в США. Сможет ли Катар приблизиться к этим показателям? Смотрите, какая получается вещь. Логотипы меняются нечасто, но за всю историю у Арсенала накопилось достаточно изменений. Узнайте про эволюцию эмблем английских футбольных команд. Если данная информация была полезной, кликайте палец вверх. Следите за нашим каналом. До скорого на спортивном.